Математика часто всплывает в наших беседах с мусульманами. Так называемые математические чудеса или математические чудеса Корана – это одна из любимых тем многих мусульманских апологетов. Кроме того, если вы христианин, то наверняка сталкивались с критикой своих убеждений. По мнению мусульман, вы верите, что 1 плюс 1 плюс 1 равно 1. Эту проблему, конечно, можно решить простым сложением единиц. Одна личность плюс одна личность плюс одна личность равно 3 личности – Отец, Сын и Святой Дух. Если наши мусульманские друзья имеют в виду божественную природу, которую разделяют 3 личности, то вам, вероятно, знаком распространенный ответ. 1 умножить на 1 умножить на 1 равно 1. Или, возможно, бесконечность плюс бесконечность плюс бесконечность равно бесконечность. Но для данного видео это не так важно. В этом видео мы получим урок математики от великого Бога Аллаха. Мы прочитаем 2 стиха из Корана, сура 4, стихи 11 и 12, в которых говорится о разделе наследства. Если вы не юрист, который занимается договорами, то этот отрывок поначалу покажется вам непонятным, но в конце концов он обретет смысл, особенно когда мы вставим в него несколько цифр. Если мы вставим несколько цифр, то увидим настоящее математическое чудо. Давайте прочитаем стихи. Сура 4, стих 11. Аллах заповедует вам относительно ваших детей. Мужчине достается доля, равная доле 2 женщин. Если все дети являются женщинами числом более 2, то им принадлежит 2/3 того, что он оставил. Если же есть всего 1 дочь, то ей принадлежит половина. Каждому из родителей принадлежит 1/6 того, что он оставил, если у него есть ребенок. Если же у него нет ребенка, то ему наследуют родители, и матери достается 1/3. Если же у него есть братья, то матери достается 1/6. Таков расчет после вычета по завещанию, которое он завещал, или выплаты долга. Наследство может быть таким, если он оставил деньги местному имаму или кому-то еще. Ваши родители и ваши дети. Вы не знаете, кто из них ближе и приносит вам больше пользы. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах знающий, мудрый. Сура 4, стих 12. Вам принадлежит половина того, что оставили ваши жены, если у них нет ребенка. Но если у них есть ребенок, то вам принадлежит 1/4 того, что они оставили. Таков расчет после вычета по завещанию, которое они завещали, или выплаты долга. Им принадлежит 1/4 того, что вы оставили, если у вас нет ребенка. Но если у вас есть ребенок, то им принадлежит 1/8 того, что вы оставили. Таков расчет после вычета по завещанию, которое вы завещали, или выплаты долга. Если мужчина или женщина, которые оставили наследство, не имеют родителей или детей, но имеют брата или сестру, то каждому из них достается 1/6. Но если их больше, то они имеют равные права на 1/3. Таков расчет после вычета по завещанию, которое он завещал, или выплаты долга, если это не причиняет вреда. Такова заповедь Аллаха. Ведь Аллах знающий, выдержанный. Заметьте, это заповедь Аллаха. Вы должны делать это, если вы мусульманин. Ладно, кажется немного запутанным, но мы можем разобраться в этом, представив себе конкретную ситуацию. Допустим, у мужчины есть 3 дочери, нет сыновей, 1 жена и 2 родителей. Он умирает и оставляет после себя $24 тысячи в качестве наследства. Чтобы максимально упростить ситуацию, предположим, что он ничего не оставил в наследство другим членам семьи, и что на момент смерти у него не было долгов. Посмотрите, что произойдет, когда мы разделим наследство. Какую часть из $24 тысяч унаследуют его дочери? Аллах Всемудрый говорит нам, если все дети являются женщинами числом более 2, то им принадлежит 2/3 того, что он оставил. Что ж, 2/3 от $24 тысяч будут разделены между 3 его дочерьми. 1/3 от $24 тысяч – это $8 тысяч. 2/3 от $24 тысяч – это $16 тысяч. $16 тысяч достанутся дочерям. Никаких проблем. Сколько же достанется родителям? Аллах Всемудрый говорит нам,
Каждому из родителей принадлежит 1/6 того, что он оставил, если у него есть ребенок. Покойный оставил детей, 3 дочерей, поэтому каждый из родителей получит 1/6 часть наследства. 1/6 часть от $24 тысяч – это $4000. Значит, мать получит свою 1/6 часть наследства, это $4000, и отец свою 1/6 часть наследства, это $4000. Пока все хорошо. Сколько же получит жена? И снова Аллах Всемудрый дает ответ. Им принадлежит 1/4 того, что вы оставили, если у вас нет ребенка. Но если у вас есть ребенок, то им принадлежит 1/8 того, что вы оставили. Таков расчет после вычета по завещанию, которое вы завещали, или выплаты долга. Поскольку у мужчины есть дети, 3 дочери, его жена получает 1/8 часть наследства. 1/8 от $24 тысяч – это $3000. Значит, $3000 достанутся его жене. Теперь давайте сложим все это вместе. Дочери получают $16 тысяч. Мать получает $4000. Отец получает $4000. Жена получает $3000. $16 тысяч плюс $4000, плюс $4000 и плюс $3000. Итого $27 тысяч. Если вспомнить, что мужчина умер, оставив наследство в размере $24 тысячи, то можно сделать вывод, что по мнению Аллаха $24 тысячи равны $27 тысячам. Помните, что разделить наследство в $24 тысячи таким образом – это повеление Аллаха. Как мусульманину вам велено волшебным образом превратить $24 тысячи в $27 тысяч. Дайте мне знать, как это работает для вас. Поэтому, когда вы читаете о том, как Аллах хвастается тем, что Он вечный, всезнающий и всевидящий, не забывайте, что Он не может справиться с математикой 3-го класса. Мусульмане, когда вы доверяете Аллаху вести вас в рай, всегда помните, что Он не смог бы провести вас через урок математики для 3-го класса.